Никто не ожидал, что финальный концерт BTS в Стэнфорде, штат Калифорния, станет одним из самых эмоциональных моментов, которые когда-либо переживали ARMY. Стадион был наполнен оглушительными криками, сияющими огнями и бесконечным восторгом, когда тысячи фанатов праздновали еще одну незабываемую ночь с BTS. Но посреди всей этой энергии фанаты внезапно заметили что-то необычное в Тэхёне. В то время как другие участники продолжали общаться с толпой, Тэхён казался необычно тихим, почти отстраненным от всего происходящего вокруг. Сначала многие фанаты предположили, что он просто устал. Сам концерт с самого начала был эмоциональным, и каждый участник казался сентиментальным, зная, что эта ночь станет еще одним незабываемым воспоминанием для ARMY. Однако по мере продолжения концерта поведение Тэхёна постепенно становилось невозможным игнорировать. Он меньше улыбался, был тише обычного и часто опускал голову, сидя рядом с другими участниками на сцене. Даже издалека фанаты чувствовали, что что-то изменилось в его выражении лица. Еще больше шокировала ARMY реакция Чингука на протяжении всего вечера. Из всех 7 участников, казалось, Чингук больше всех наблюдал за Тэхёном. Фанаты начали замечать, как часто Чингук оглядывался на него, словно молча проверяя, все ли с ним в порядке. Сначала эти моменты казались незначительными, и их легко было пропустить, но когда в сети начали появляться фанкамы с разных ракурсов, люди поняли, что эта закономерность повторяется снова и снова. Затем наступил момент, который полностью изменил атмосферу в фандоме. Во время одной из эмоциональных частей концерта Тэхён медленно опустился на сцену, в то время как остальные участники оставались рядом. Его толстовка частично закрывала лицо, из-за чего камерам было трудно полностью запечатлеть его выражение. Однако фанаты заметили едва заметные движения, которые выглядели так, будто он вытирал слезы, молча лежа под светом прожекторов стадиона. Настроение на фанкамах мгновенно изменилось. Даже фанаты, снимавшие происходящее из зала, звучали тише, почти смущенные увиденным. Стэнфорд должен был стать праздником, полным счастья и незабываемых воспоминаний, но Тэхён вдруг стал выглядеть так, будто пытается сдержать эмоции перед миллионами людей. И снова Чингук отреагировал. На нескольких видеороликах видно, как Чингук почти сразу же поворачивается к Тэхёну, заметив, что тот опустил голову. Его выражение лица заметно отличалось от предыдущих моментов концерта. Игривая энергия, которую он излучал в начале шоу, словно исчезла, сменившись взглядом, который фанаты описывали как беспокойство, грусть или беспомощность. Это не было драматично и длилось всего несколько секунд, но для ARMY эти тихие реакции стали более эмоциональными, чем все остальное, что происходило на сцене в тот вечер. По мере появления в сети новых фанкамов, фанаты начали анализировать каждую мелочь с концерта. Некоторые заметили, как Тэхён почти не реагировал в моменты, когда обычно смеялся вместе с участниками группы. Другие указали на то, как часто Чингук незаметно проверял, где сидит Тэхён, даже в несвязанных с выступлением моментах. Ни один из роликов напрямую не объяснял, что произошло, но вместе они создали эмоциональную атмосферу, которую фанаты не могли игнорировать. Один конкретный ролик стал центром обсуждения в социальных сетях. На видео участники группы сидели вместе у края сцены, в то время как зрители продолжали громко петь на заднем плане. Тэхён необычно неподвижно стоял рядом с остальными, его капюшон частично закрывал лицо, словно он хотел избежать камер. Тем временем Чингук неоднократно переводил взгляд с толпы на Тэхёна. Когда фанаты замедлили видео, многие убедились, что Чингук выглядел искренне обеспокоенным. Этот контраст сделал всю ситуацию еще более эмоциональной. Десятки тысяч фанатов праздновали вокруг них, а Тэхён выглядел так, будто молча несет в себе слишком тяжелые эмоции, чтобы полностью их скрыть. И каким-то образом Чингук, похоже, заметил это раньше всех. Вскоре хэштеги, связанные с концертом в Стэнфорде, стали популярными повсюду. Миллионы фанатов спорили о том, что мог чувствовать Тэхён в тот вечер. Некоторые считали, что его переполнили эмоции от завершения еще одной важной вехи в карьере BTS. Другие думали, что давление, усталость и непрерывный график просто стали слишком сильными в один тихий момент.
Но причина, по которой эти видеоролики стали такими незабываемыми, заключалась в том, что никто на самом деле не знал ответа. Что заставляло фанатов снова и снова пересматривать фанкамы, так это не только эмоциональное выражение лица Тэхёна, но и молчаливые реакции Чингука рядом с ним. Даже когда камеры фокусировались на других людях, даже когда толпа становилась громче, внимание Чингука снова и снова возвращалось к Тэхёну, словно он чувствовал что-то, чего фанаты никогда не смогут до конца понять. И, возможно, именно это молчание и является тем самым, этот момент стал настолько сильным. Официального объяснения так и не было дано. После этого не появилось ни одного прямого заявления. Концерт закончился, видео остались в сети, и миллионы ARMY пересматривали те же эмоциональные моменты, пытаясь понять, что же на самом деле произошло той ночью в Стэнфорде, Калифорния. Потому что иногда самые болезненные моменты – это те, которые никто не может полностью объяснить. По мере того, как фанкамы из Стэнфорда продолжали распространяться в социальных сетях, фанаты начали замечать еще более мелкие детали, которые были упущены во время самого живого концерта. На нескольких видео, записанных из разных частей стадиона, Тэхён выглядел необычно замкнутым всякий раз, когда камеры приближались к участникам группы. В то время как остальные улыбались, махали руками и, естественно, взаимодействовали с ARMY, Тэхён часто опускал лицо под капюшон своей толстовки, словно хотел исчезнуть от подавляющего внимания, окружавшего его. Атмосферу еще больше усугубляло то, как изменилось поведение Чингука по мере продолжения вечера. Ранее на концерте он был энергичным, игривым и постоянно взаимодействовал как с участниками группы, так и с публикой. Но после того, как стали заметны эмоциональные моменты Тэхёна, фанаты отметили, что Чингук казался тише и рассеяннее. На нескольких фанкамах было запечатлено, как он ненадолго прерывал разговоры или празднования, чтобы снова взглянуть на Тэхёна, словно его внимание не могло надолго отвлечься. Другой момент быстро стал одним из самых обсуждаемых клипов всего вечера. Когда участники сидели вместе у края сцены, слушая пение ARMY, Тэхён внезапно отстранился от группы и снова опустил голову. Стадион оставался прекрасным и шумным вокруг них, наполненным сияющими фиолетовыми огнями, но Тэхён выглядел совершенно погруженным в свои мысли. Через несколько секунд Чингук тихо повернулся к нему, замер на несколько мгновений, прежде чем снова отвести взгляд. Эта короткая реакция длилась всего несколько секунд, но фанаты описали ее как один из самых душераздирающих моментов концерта. По мере того, как эмоциональные видеоролики заполонили TikTok, Twitter и YouTube, концерт в Стэнфорде постепенно превратился из простого выступления в нечто, что фанаты сочли глубоко личным. Люди перестали говорить только о музыке или сценической постановке. Вместо этого они эмоционально привязались к тихим взаимодействиям между Тэхёном и Чингуком на протяжении всего вечера. Многие фанаты признались, что смотреть эти видео было тяжело, потому что запечатленные на камеру эмоции не казались постановочными или искусственными. Они казались настоящими, искренними и случайными, как будто фанаты стали свидетелями личного эмоционального момента, который никогда не должен был стать вирусным. Даже спустя несколько дней ARMY продолжали пересматривать фанкамы, пытаясь найти ответы, которые, возможно, никогда не будут найдены. Некоторые считают, что Тэхёна просто переполнило осознание того, что такие моменты не могут длиться вечно. Другие думают, что эмоциональная тяжесть лет, проведенных вместе с BTS и ARMY, внезапно стала слишком велика во время финального концерта в Стэнфорде. Но независимо от теорий, одна деталь осталась для фанатов незабываемой. На протяжении всей эмоциональной атмосферы Чингук, казалось, ни на секунду не переставал смотреть на Тэхёна, даже в самые громкие и радостные моменты концерта. В дни после окончания концерта волна обсуждений в социальных сетях стала еще интенсивнее, распространившись по различным глобальным платформам. Специальные хэштеги, направленные на моральную поддержку Тэхёна, начали возглавлять тренды во многих странах. Вместо того, чтобы заниматься дикими спекуляциями, ARMY со всего мира начали организовывать масштабные онлайн-проекты, чтобы выразить свою любовь и признательность. С помощью постов с трогательными текстами песен и открытыми письмами фанаты стремились создать цифровое, безопасное пространство для своего кумира, надеясь, что это коллективное тепло дойдет до Тэхёна за кулисами. Интересно, что это явление также вызвало у фанатов более глубокие размышления о психологическом давлении, с которым сталкиваются публичные фигуры уровня BTS.
Многие ARMY начали осознавать огромную ответственность, которую несут участники группы, стремясь всегда безупречно и энергично выступать на больших сценах. Минута молчания Тэхёна в Стэнфорде была воспринята как трогательное напоминание об их человечности, о том, что за статусом всемирно любимых поп-звезд скрываются обычные люди, испытывающие усталость, грусть и подавленность. Это вновь обретенное осознание постепенно изменило нарратив в социальных сетях, от простого любопытства к волне искреннего сочувствия. С другой стороны, эмоциональная близость между Чингуком и Тэхёном во время концерта вновь разожгла трогательные дискуссии о глубокой связи, которую они выстроили вместе за более чем десятилетие. Давние поклонники начали перепостить старые видеоподборки, показывающие, как они всегда поддерживали друг друга с момента своего непростого дебюта. Для ARMY обеспокоенные взгляды Чингука в тот вечер были не просто спонтанной реакцией коллеги, а ощутимым проявлением глубокого братства. Выросшие вместе и пережившие бури индустрии развлечений бок о бок, одного взгляда было достаточно, чтобы Чингук понял, что с Тэхёном что-то не так. Несмотря на многочисленные теории, ни агентство, ни сами участники BTS не выпустили никаких официальных заявлений, предпочтя сохранить конфиденциальность момента. Это молчание было воспринято фанатами как наиболее зрелый и уважительный подход. Вместо того, чтобы разочароваться в отсутствии хронологического объяснения, ARMY решили уважать эти границы. Они понимали, что не каждая слеза, пролитая на сцене, требует медицинского или психологического объяснения для публики, и что некоторые моменты просто должны оставаться личными. Со временем видеоролики из Стэнфорда превратились в одни из самых легендарных архивов в истории фандома BTS. Та тихая ночь в Калифорнии больше не помнит как чисто печальное событие, а скорее как символ искренней откровенности и уязвимости, смело продемонстрированных перед огромным количеством людей. Концерт в Стэнфорде доказал, что связь между BTS и ARMY вышла за рамки типичных отношений между айдолами и фанатами. Она превратилась в эмоциональную связь, где даже горе можно разделить и понять без единого произнесенного слова. В конечном итоге, заключительный вечер в Стэнфорде, штат Калифорния, навсегда останется в сердцах всех, кто его видел. Под великолепным сиянием фиолетовых огней и оглушительными криками тысяч людей в истории была прекрасно запечатлена тихая, но глубокая человеческая история. Тонкий жест Тэхёна, скрывающего свое лицо, и защитный взгляд Чингука служат вечным напоминанием о том, что среди блеска и гламура сцены искренность и взаимная забота – самые прочные основы, удерживающие их на земле. Тайна той ночи, возможно, никогда не будет разгадана, но тепло, которое она оставила после себя, будет жить в памяти ARMY очень долго. Потому что в конце концов, концерт в Стэнфорде был не просто о величии сцены, а об искренности, которую не нужно было выражать словами. Иногда взгляд, полный чистой заботы, значит гораздо больше, чем 1000 слов. Держись, Тэхён. Мы тебя любим.